Приветствую, друзья! Бои на линии фронта сейчас идут с высокой интенсивностью и, конечно, с учетом продвижения русской армии, мы видим, что регулярно получается брать различные трофеи. И, конечно же, это уже техника американского производства, британского, французского и так далее. И различные Брэдли сейчас, конечно же, становятся достоянием российской общественности. По всей линии фронта, конечно же, регулярно наносятся удары как нашими дронами, так и различными другими системами вооружений. Ну и, собственно, сейчас вот уже, если вот брать по раскладу стоимости и конкретно результативность, сейчас уже фактически вот дроны постепенно уже будут скоро выполнять функцию даже различных там РСЗО, с учетом того, что как массово их сейчас используют на поле боя, причем обе стороны. Именно поэтому сейчас различные бронемашины, там танки и так далее на поле боя выглядят примерно вот так. И, конечно, вот такие обвесы из колючей проволоки и различных там шипов и так далее, это сейчас просто необходимость для того, чтобы повысить выживаемость техники и личного состава на поле боя. Ну и, конечно, сейчас очень активно строят фактически вот нашу систему ПВО, в том числе и с помощью мобильных расчетов, которые уничтожают натовские дроны камикадзе. И на кадрах можно заметить, как это происходит с учетом вот таких вот мобильных расчетов, которые с приборами ночного видения просто могут скорострельными пулеметами выкашивать различные натовские дроны на собственно, низких высотах. Также продолжается охота за натовскими операторами FPV-дронов, и, конечно, как только их выявляют, туда сразу прилетает очень и очень жестко, и на кадрах можно заметить, как идет эта охота. И действительно, в режиме реального времени в 21 веке можно наблюдать, как, собственно, сейчас происходят именно боевые действия. Параллельно с этим мы видим, что режимники Зеленского начали жаловаться в отношении того, что, оказывается, наши российские операторы дронов сейчас настолько подросли в возможностях, что уже наносят удары на глубину в 30 километров от линии фронта. Это означает, что фактически дальность примерно наших дронов уже под 40 километров, и конкретно уже по различным тепловозам наносят удары, и очень даже результативные, особенно с учетом того, что тепловозы сейчас подобного рода советский режим Зеленского восстановить не может. Ну и, конечно, эта вся история очень серьезно бьет по натовской логистике. А на Азовском море наши расчеты ПВО уничтожили необычный натовский дрон камикадзе, и на кадрах можно заметить, что, оказывается, на этом дроне установлен терминал спутниковой связи Starlink от Илона Маска, и таким образом сейчас мы видим, что натовские дроны, они фактически идут на цель по Starlink'ам, то есть фактически управляются в режиме реального времени, и таким образом из дрона камикадзе формируется уже прямо FPV-дрон, который можно регулировать и по высоте, и по, собственно, маневрам, а это все-таки уже, знаете, прямое участие американской корпорации Starlink в боевых действиях. Ну и как следствие все уже жестче становится вопрос, а собственно, когда уже ВКС РФ будут сбивать спутники Starlink Илона Маска, потому что они в конечном итоге сейчас используются по полной программе для того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации. И это вопрос на самом деле очень серьезный, потому что, конечно же, в космосе еще боевые действия не шли, но с такими темпами, если мы будем видеть Старлинки на натовских, собственно, дронах камикадзе, очевидно, этот вопрос будет становиться все жестче и жестче. И, конечно, нужно ВКС РФ отвечать на подобного рода новые угрозы. При этом блок НАТО продолжает проявлять свои агрессивные намерения, и уже даже Бундесвер и прочие военные подразделения блока НАТО отработали переброску большого количества войск конкретно к Прибалтике, на границе к Российской Федерации, на границе Белоруссии. Ну и, конечно, не случайно эти все логистические маршруты страны Евросоюза очень серьезно отрабатывают, и в этом отношении, конечно, это очень серьезно повышает риск реального столкновения с армиями НАТО.
что. Безусловно, в России это прекрасно понимают, и поэтому сейчас ВПК работает на полную. Вот очередную партию истребителей Су-35С передали в войска, и, конечно же, такие истребители сейчас на поле боя очень-очень востребованы, потому что именно этими истребителями уничтожается большая доля натовской авиации. Тем временем приходит крайне интересная новость в отношении того, что, оказывается, Китай уже для российских компаний открывает, собственно, рынок капитала. И с 2017 года он был фактически заблокирован. Ну и, конечно же, западный рынок капитала для наших российских корпораций также был закрыт. Но сейчас мы видим уже, что различные облигации, акции и так далее можно будет размещать через китайский рынок. И это все-таки очень серьезный прорыв вперед, потому что, конечно же, экономика стоит в основе любых боевых действий. И, собственно, если наша экономика российская будет иметь возможность подобного рода обмена капиталами и движения капиталами с Китаем, с Индией, с другими странами, то это, конечно, очень будет хорошим подспорьем для того, чтобы, естественно, продолжать вести боевые действия и год, и 2, и 10, и 20 лет, потому что, как-никак, все равно без экономического мощного такого ядра в конечном итоге ВПК развиваться нормально не может. Ну и, как следствие, это тянет уже вереницу проблем с учетом и выплаты зарплат, и много-много чего еще. Понимая то, насколько возрос уровень кооперации между Китаем и Россией, США, конечно же, делают все возможное для того, чтобы нанести максимально серьезный удар конкретно и Китаю, и России. Поэтому не случайно конкретно Трамп уже намеревается атаковать Венесуэлу. И вовсю сейчас там американские морпехи проводят учения и показывают, как они могут десятки тысяч своих, собственно, солдат забрасывать куда-то на территорию. Ну и, естественно, знаете, Николас Мадуро не заставил долго ждать с ответом. Мы видим конкретное развертывание вооруженных сил Венесуэлы. И сейчас там вовсю проходят учения по отражению агрессии со стороны США и, собственно, отражению морского десанта, который сейчас показательно отрабатывают, собственно, американские военные. Поэтому сейчас мы видим, что в регионе там очень и очень неспокойно. Ну и, собственно, в любом случае для США в Венесуэле может у них быть, знаете, второй Вьетнам в прямом смысле слова, потому что вооруженная, собственно, составляющая в Венесуэле, она очень серьезная. Оружие поставлялось регулярно туда, конкретно с России, с Китая, с многих других стран. И в этом отношении, если все-таки Николасу Мадуро удастся удержать первый, так сказать, период от различных там волнений и так далее, то, очевидно, все-таки США умоются кровью и вынуждены будут отступить. Но в недалеке Зеленского очередной полицейский решил застрелиться, и не случайно, потому что когда человека заставляют ловить бесправных рабов, которые называют себя граждане Украины, у которых раньше были права, но сейчас они просто для посольства США и всех стран НАТО бесправный скот, который можно так вылавливать по улицам, то, конечно же, те люди, которые являются пособниками режима Зеленского, это в первую очередь полицаи, безусловно, они все получают очень серьезную психотравму. Если у них есть хоть капля совести, конечно же, жить им с этим очень проблематично. Поэтому такие уходы из жизни, это для полицаев режима Зеленского будни на самом-то деле, как и для СБУшников, и для прокуроров, и для, конечно же, ТЦКшников, потому что эта вся история, она четко свидетельствует о том, что те люди, которые сейчас содействуют режиму Зеленского, они фактически работают на врага и против своей родины. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал, потому что там можно найти всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка находится на мой телеграм по традиции в описании под этим видео. До скорого!